Всем любителям электротранспорта доброго времени суток. С вами, как всегда, Андрей и Евгений, канал Электроскутеры Skyboard. Наконец-то пришла осень, наконец-то мы не плавимся от адской жары, а вполне себе комфортно снимаем видео, чтобы радовать вас новинками. И о сегодняшней новинке, а точнее об очередном ремейке классики, мы хотим вам рассказать. Встречайте BR40 обновленный. Возможно, у вас возникают вопросы по поводу обновлений данной модели, ведь на первый взгляд они абсолютно незаметны, но я вам обещаю, они есть и они очень интересные, а самое главное, они полезные. Но обо всем по порядку, а сейчас мы пойдем, как всегда, спереди назад и как следует осмотрим нашу лошадку. Как и на всех наших моделях, спереди у нас идет двойная амортизационная мотоциклетная вилка, очень упругая и в то же время мягкая. Далее поднимаемся выше, видим вот такие вот фары, стробоскопы, они же противотуманные фары. Естественно, поворотники, ведь мы не хотим создавать аварийную ситуацию, и мы уважаем других участников дорожного движения. Очень громкий звуковой сигнал и яркая фара с двумя режимами, ближний и дальний свет. Дисковые вентилируемые гидравлические тормоза у нас на переднем колесе установлены. В принципе, эти тормоза себя отлично зарекомендовали. Они установлены на всех наших моделях. Обо всех наших моделях вы можете посмотреть на сайте skyboard.store. Ну и перейдем к передней панели. Посмотрим, что у нас здесь. Как всегда, по традиции, пойдем справа налево и посмотрим, что у нас здесь есть. Естественно, это наша рукоятка акселератора, она же газулечка. При повороте мы можем поехать вперед, либо назад. И да, это следующая функция передний ход, задний ход. Очень облегчает ваши маневры, особенно в каком-то не совсем удобном для разворота пространстве. Все-таки не забывайте, это трайк, это трехколесная модель, и радиус разворота, и вес у него немножко побольше, чем у его двухколесных собратьев, поэтому эта функция очень полезная и классная. 3 режима скорости, соответственно 1, 2, 3, 1 помедленнее, 3 самый быстрый, 2 где-то посерединке. Здесь у нас система управления тормозами. Справа у нас передний тормоз, сзади аналогичный задний тормоз. Давайте посмотрим повнимательнее. Во-первых, вот этим роликом мы можем регулировать нашу тормозулечку по длине нашей ладони. Моя ладонь не слишком большая, поэтому я ее немножко прибрал. У кого же большие руки вот такие вот, ее можно сделать немножко подальше. Прозрачный тормозной бачок для того, чтобы контролировать уровень тормозной жидкости. В принципе, у нас никогда не возникало проблем с уровнем тормозной жидкости. И тормоза — это, в принципе, одна из самых надежных частей здесь. Но, тем не менее, приятно наблюдать за тем, что у вас все в порядке. Кстати, для тормозов мы используем жидкость DOT 3 или DOT 4. Несложно найти и очень дешево. Ну и, конечно же, фирменный держатель для телефона с функцией подзарядки от USB. Если мы посадили наш телефон, мы просто вставляем его сюда, втыкаем шнур вот сюда, вот в этот замечательный USB-порт и заряжаем наш телефон. Когда наш телефон заряжен, нам не обязательно останавливаться, доставать телефон, вытыкать все шнуры, убирать. Мы просто вот этим вот ползунком снизу выключаем зарядник и двигаемся далее. Тоже у нас находится слева. Как я уже говорил, слева у нас тормоза, это управление задними тормозами. Вот этот ползунок отвечает у нас за включение-выключение передней фары, а именно ближний свет и дальний свет, то есть он трехсекционный вкл, ближний, дальний. Естественно, поворотнички, левый, правый и звуковой сигнал, но сейчас он не работает, потому что мы не включили зажигание. Ну и давайте же включим зажигание и посмотрим на наш бортовой компьютер, он же спидометр. Бортовой компьютер показывает нам скорость в километрах в час, показывает наш пробег, и также здесь есть индикатор заряда батарейки. Кстати, иногда пробег меняется на индикатор заряда батарейки в вольтах, то есть мы можем контролировать наш заряд не только по вот этому индикатору, который относительно неточный, но и конкретно по вольтажу. Вот эта маленькая красная кнопочка с треугольничком отвечает за включение наших аварийных сигналов. Ну и куда же без зеркал заднего вида. Отлично регулируются и дают хороший обзор. Мы можем видеть все, что происходит сзади,
сбоку и даже спереди. Сзади у нас очень много места для перевозки чего-либо. Посмотрите на вот эту вот корзину, посмотрите на вот этот вот пластиковый багажник. Давайте его откроем. Очень объемный внутри. Кстати, внутри мы всегда с собой перевозим набор инструментов, который идет в комплектации с вашим электроскутером от компании Skyboard. Вот такой вот ключик. Это для настройки наших амортизаторов, но об этом немножко попозже. И, конечно же, куда же без новой мощной 4-амперной зарядки, которая зарядит ваш байк быстро и правильно. Ну а сетка сзади, как вы видите, может выдерживать довольно-таки большой вес, и при желании вы можете перевозить в ней даже человека. Но зачем вам перевозить человека в сетке, если здесь есть замечательная сидушка для двух райдеров? Спокойно сюда помещаются два больших человека. Мы с Евгением всегда катаемся вдвоем и не испытываем никакого дискомфорта, несмотря на то, что у нас два больших рюкзака с аппаратурой. Один мы кидаем вот как раз таки в эту сетку, один ставим сюда и спокойно едем. Ну и, конечно же, подножки для вашего пассажира. Все, чтобы ему было комфортно и удобно. Естественно, световые приборы, поворотники и тормозной сигнал. Они очень яркие, их видно в любое время суток и при любом освещении. Одна из самых важных частей данных байков, одна из самых волнующих вас частей в данных байках, это, конечно же, батарейка. Сколько может проехать электробайк на батарейке? Какие батарейки мы используем? Давайте посмотрим. Вот такие вот батарейки компания Skyboard вам предлагает. Это батарейка 20 ампер-часов на 60 вольт. С данной батарейкой мы не раз ее тестировали, даже есть видео, где мы проверяем заряд батарейки. Вы можете проехать порядка 50 километров. Ну, что я вам буду рассказывать, просто посмотрите видео на нашем же канале, или может быть ссылочка где-нибудь вылезет вот здесь вот сверху на это видео, где мы испытываем данные батарейки. Видео очень классное, интересное, рекомендую. Как мы здесь можем наблюдать, здесь у нас есть места для двух батареек. Давайте сразу ее воткнем, пока я не забыл. Для двух батареек. Соответственно, пробег с двумя батарейками возрастает в 2 раза. И теперь идем плавно к новинкам. На данном байке мы установили место под третью батарейку. Давайте посмотрим. Кто уже знаком с нашей продукцией, вы наверняка замечали, что основные места под батарейки у нас располагаются вот так вот вертикально под сиденьем, а снизу же было неиспользованное пространство. И мы решили его использовать для того, чтобы разместить там третью батарейку. Соответственно, это очень сильно повышает ваше максимальное расстояние, которое вы можете проехать на одном полностью укомплектованном байке. Соответственно, вы можете проехать примерно 150 километров, а это уже очень-очень серьезная цифра. Еще одна из отличительных черт наших байков – это регулируемые амортизаторы. Эти амортизаторы можно настраивать при помощи вот этой вот гайки и того ключа. А давайте я вам его сейчас покажу. Вкратце, как это делается. Мы можем либо затянуть пружину при помощи этого ключа, либо расслабить. Ну а также мы можем закачать воздух в наши амортизаторы. И, кстати, амортизаторы у нас тоже обновлены. Во-первых, шток стал толще. Во-вторых, мы добавили несколько витков пружины. И в-третьих, сама вот эта вот камера для нашего газа, ну мы используем воздух, она немножко увеличена, что добавляет нам еще больше вариативности для настройки наших амортизаторов. Но настало время поговорить о сердце нашего байка, нашего Трайка BR40. Это, конечно же, мотор. 3000 ватт мощность данного мотора, и здесь он вынесен отдельно. Как вы помните, на двухколесных байках мы используем мотор-колесо. Здесь же мотор у нас соединен с редуктором, и редуктор передает уже крутящий момент на наши колеса. Также здесь есть система дифференциалов. Соответственно, если одно колесо пробуксовывает, то второе будет стоять на месте. Если одно колесо заворачивает по большему радиусу, то второе будет крутиться меньше, что сократит ваш радиус разворота и износ резины. Ну и, конечно, дисковые гидравлические тормоза по диску на каждое колесо. Вот такие вот модные ключики у нас. Ну и, конечно, куда же без сигнализации. Давайте я вкратце расскажу вам, как она работает. Постановка на сигнализацию. Снятие сигнализации. Поиск. И бесключевой доступ. И наш байк включен без использования ключа. Очень удобно и прикольно. Если мы поставили наш байк на сигнализацию, а какой-то злоумышленник попытается его угнать, смотрите, что произойдет. Он начинает сопротивляться.
Он начинает кричать и блокирует мотор, соответственно, его никак не укатишь. За время, пока злоумышленник попытается его сдвинуть, вы уже можете позвонить в полицию, либо разобраться сами. Самое важное, что может быть в электробайке, это, конечно же, музыка. Динамик настроен в наш спидометр, что очень эргономично, и играет, я вам скажу, он очень достойно. Давайте я вам покажу, как подключить его к Bluetooth. А все элементарно просто. На вашем телефоне вы находите Bluetooth под названием Bluetooth. Соглашаетесь на все. Звуковой сигнал говорит о том, что мы готовы к прослушиванию музыки. И выбираем трек под настроение. Наваливаем звука. И поехали! Обычно мы позиционируем наши трайки как нечто внедорожное, и сейчас мы попробуем выехать вот отсюда, вот, съедем в такой, я не знаю, что это, овраг, спуск. Ну, здесь уклон порядка 45 градусов, наверное, да? Я прям заваливаюсь назад, но ничего страшного, я готов попробовать выехать вперед. Отвечаю, не знаю, что из этого получится, сейчас посмотрим. Так, интересно, тащит довольно-таки резво и уверенно, а если съехать чуть-чуть подальше? Ой, мама. Еще? Он скользит из-за травы. Ямка небольшая. Ямка? Поэтому я тебя туда загнал. Ах ты ж нехороший человек. Ну ладно, попробуем выехать, ведь это сити-колка от компании Skyboard BR40. А, изи! Ты видал? Ты видал? Вообще легко. Ну что ж, тогда выедем задом. Когда мы сравнивали BR40 и BR60, новые модели, мы выяснили, что этот парень задом едет так же резво, как и передом. Вот сейчас посмотрим. На самом деле очень сильно... А, пчела! Очень резкий подъем, там пчела, поэтому я погнал. Только не говори, что я буксую. Это у меня-то веса не хватает. Ну ладно. Оп, вот такая читерская штука. О, сели задом. Назад перевели центр тяжести и все, отлично, выехали. Я буксовал, что ли, судя по ощущениям? Как сейчас мне уже подсказывают, когда я буксовал, у меня одно колесо было на твердой поверхности, а второе на траве. И, соответственно, по траве он пробуксовывал, а второе же колесо не крутилось. Это доказывает то, что наши дифференциалы сзади работают, и это хорошо. Прикольно, кстати, а вон там за моей спиной вы можете увидеть BR30. Недавно мы снимали про него обзор, недавно мы снимали про него битву с BR20. Все посмотрите на нашем канале, не пропустите ни одно видео, поставьте лайк и подпишитесь. Ну а мы поедем дальше. Так, ну и сейчас прокатимся по вот такому вот бережку дикому. Скажу сразу, что здесь дорога идет под вот таким вот углом, и вот эта вот травка посерединке, она находится на бугре и на высоте от колеи примерно, ну, сантиметров там будет, наверное, 7. И мы посмотрим, как себя поведет этот байк, хватит ли ему клиренса и как вообще будет у него вот эта вот устойчивость. Сейчас просто прокатимся, и я опишу вам свои ощущения. Поехали! Так, вот как я уже и говорил, что основная, точнее вот эти две колеи, они ниже середины. И, ну, судя по ощущениям, мы не сидим на пузе, и все у нас нормально, поэтому поедем дальше.
Вон там вон обрыв. Сейчас я стою, ну, конечно же, куда же без кладбища на озере. Это китайская фишка, они постоянно делают это около озера. Я не знаю почему. Кстати, это озеро мы именно нашли по этим признакам. Мы когда увидели кладбище, такие, о, хороший знак, озеро рядом. Вот. Сейчас я стою одно колесо выше, второе ниже. И, кстати, уклон еще идет вот туда. Видите, я ничего не делаю, мы уже катимся. И, в принципе, тоже чувствую себя довольно-таки комфортно. Давайте посмотрим, что там за поворотом. А за поворотом грязь и мусор. Ну и здесь такие небольшие ямки. Как он себя поведет в ямках? Ну как небольшие? Довольно-таки большие. Но справляется он отлично. Этот байк действительно оправдывает себя в плане проходимости внедорожности. Сейчас мы прокатимся вон в тот лесок и посмотрим, как он поднимется вот в такой бугорок. И мы сделаем это, наверное, на скорости. Вот так. Так, ну дорога здесь крайне плохая. Дорога здесь крайне плохая. Все в каких-то выбоинах, ямах. Камни какие-то торчат. Корни какие-то торчат. Но ничего, он боевито прорывается. Самое интересное будет сюда приехать однажды после дождя и посмотреть, как он будет себя вести по грязи. И да, мы планируем снять такое видео однажды. Честно говоря, изначально я немножко опасался перевернуться, когда ты едешь на трехколеснике, у тебя вот эти вот углы все, они довольно-таки страшненькие, но ничего, он не перевернулся, даже несмотря на то, что я разогнался и зашел немножко в поворот, он довольно-таки устойчив и ведет себя отлично на такой дороге. Ну, а я думаю, что нам пора приступить к испытанию скорости. Ну а сейчас настало время для испытания скоростью. Напоминаю, что это у нас обновленная модель BR40, хотя от BR40 здесь остались в принципе только колеса, да. 3 батарейки, но батарейки те же самые, в отличие от того же BR60, мы используем 20 ампер-часов на 60 вольт. Напоминаю, что на BR60 мы использовали 18 ампер-часов на 72 вольта. Мы уже проводили испытание скорости, но как скажется изменение в конструкции, мы просто обязаны это проверить и предоставить вам самую точную и свежую информацию. Поехали! Так, ну все, мы готовы. Скорость, время, расстояние, погнали. Но стартует он тоже резво, с буксом, дорога чуть-чуть присыпана гравием таким. Смотрим, 40. Все так же 40, 41, 42. Ну вот, в принципе, и максимальная скорость. 42 км в час. Ну давайте для чистоты эксперимента еще на этом участке ускоримся и посмотрим. 23, 34, 38, 40, 41. 42. Да, максимальная скорость осталась здесь на том же уровне, 42 км в час. Но на то это и модель бюджетная из трехколесников, да. Сейчас давайте остановимся и сделаем выводы. Максимальная скорость на данной модели осталась точно на таком же уровне, как и была до этого. Но за счет третьей батарейки мы все же увеличили дальность, что является уже... Но за счет добавления третьей батарейки мы увеличили дальность хода. Теперь на 3 батарейках вы можете проехать еще больше. Так, ну вот посмотрим, да? Давайте посмотрим сюда. 42 км в час у нас зарегистрирована максимальная скорость. Показываем на случай, если во время испытания этот показатель не было видно. И я считаю, что да, для своих целей это отличная скорость. Ведь с такой скоростью вы нигде не нарушите никакой закон в России. Поэтому... только 5 баллов. Вот и подошел к концу обзор нашего ситикока от компании Skyboard, модель BR40 Trike.
трехколесный монстр. Я бы назвал его внедорожником. Ну и в принципе скоростные качества у него довольно-таки хороши. Вы видели это из испытаний скорости. Ну и конечно же обновления, которые не могут не радовать. А именно место под третью батарейку. Я считаю это главным прорывом. Да просто нигде нету сейчас байков, где можно разместить 3 батарейки одновременно. В этом его огромный плюс. Комфортный, надежный и красивый товарищ всегда поможет вам и доставит вас из точки А в точку Б, а с 3 батарейками во все точки алфавита. Если вы хотите ознакомиться со всеми моделями, цветами и комплектациями наших байков, заходите на сайт skyboard.store и смотрите, выбирайте. И когда уже вы приглядели одного красавца себе, пожалуйста, вот вам список городов присутствия. Находите свой город, находите магазин в этом городе, звоните, записывайтесь на тест-драйв, приходите, катаетесь, пробуете и покупаете. И если вы выберете этого красавца, он будет вам служить так же долго, как вот это вот колесо. Ну а с вами, как всегда, была компания Skyboard, Андрей и Евгений. Не болейте, пока!